Имеет некоторое развитие история, которую я даже проверял на факты, на их достоверность. News.ru публикует, это касается похищенной, типа похищенной россиянки, пока, пока непонятно, что там происходит. Международный скандал, вот пока что этого нет, но News.ru пишет, что есть. Россиянку, которую похитили мафиози, не похитили ее мафиози, она жила с кем-то, с каким-то дядей, который то ли ей мало давал денег, то ли еще что-то, она решила уехать, а ее вытащили из самолета. Вот это моменты вроде как они звучат. Но опять же, неплохо бы видео какое-то подтверждающее. В Индонезии это происходит, ну, такое место уже не раз прозвучавшее в страшных делах, и по поводу девушки, которая родилась в Беларуси, которая погибла там, в скам-центре, расстрелы со стороны Китая, они просто ловят, громят эти банды, сейчас вроде как потише стало. Так что фон-то есть, и он жутковатый. Недавно Комаров, по-моему, из Украины мальчишка там поехал на Бали отдохнуть, и, собственно говоря, погиб. Вот, пообещали вернуть на родину. Уже тут немножко, понимаете, у меня такое впечатление, что пытаются под все эти истории подсунуть, это как вот опять же, да, с выходцем из Украины, когда начали про чеченцев писать, что они отомстили каким-то там, ну, этим самым мошенникам, но все это не подтвердилось. То есть ради политики и политизации готовы плюнуть и на своих граждан, и на соседних, вот это меня немножко настораживает. Потому что а вдруг там действительно беда, я как раз вот этого не отбрасываю, но из-за того, как это преподносится, это никто всерьез не будет воспринимать. Все, кто воспрепятствует ее, вот смотрите, как фраза, и это говорит Ева Меркачева, по правам человека, правозащитник при президенте Российской Федерации. Все, кто воспрепятствует ее возвращению в Россию, становятся международными преступниками, потому что в этом деле могут быть усмотрены похищения. То есть, если бы она была, ну, владела русским языком, то она понимала бы, что вообще эту фразу надо иначе строить. Если в этом могут быть, то есть, если будет усмотрено некие, да, то есть, элементы похищения, то в этом случае любые действия, мешающие раскрыть это дело, вернуть ее на родину, будут становиться международными преступниками, те, кто это будет осуществлять. Как произносится фраза? Все будут становиться международными преступниками. Я когда это новость читал, я даже сначала вздрогнул, что такое, какой-то новый закон? Нет, это новая Меркачева, обновленная, видимо, которая нам рассказывает, что если что-то там случится, фраза построена неправильно, то есть она безграмотная, что ли. Если будут, да, откуда лаконика, это же из Спарты пошло, когда их атаковали, им прислали письмо, сдавайтесь, потому что если вы не сдадитесь, то мы, значит, войдем, и если вы не сдадитесь и не пойдете, просто не сложите оружие, то мы там сделаем то, разрушим ваши города. На что спартанцы ответили просто «если». Поэтому я вот на это обращение Меркачевой, которое строится на какой-то судьбе человека, я отвечаю, если, Меркачева, работай, усмотрено похищение, так усмотри. Ты ж найти для этого надо подтверждение, и нам это показать, раз вы это публикуете. Если будет похищение, если, значит, и принудительное удержание девушки, то есть, они еще не уверены, нам уже рассказывают про международный скандал, про похищение мафиози. Вот поэтому вас всерьез-то на международном уровне не воспринимают, потому что вы то ли безграмотные, бестолковые, то ли врете постоянно. Тем не менее, есть цитата. «Я совершенно уверена, что ее удастся вернуть. Мы все максимально подключимся, я напишу запросы и обращения. А что с если-то? По сути, это международный скандал по сути. То есть, ей так кажется. Ну, понятно. Молодец. Потому что она, наша гражданка, ее ждут на родине, добавила Меркачева. Очень непрофессионально, ужасающе. Вот, понимаете, а если она действительно в беде? Я просто из-за их присутствия уже сомневаюсь. Я в прошлом видео даже говорил, что очень много вранья. Я не могу добраться, что там было правда. А вдруг там есть основания для того, чтобы забеспокоиться. Но они это преподносят так, что ты думаешь, а вообще не очередная ли это рукосыла? Рукосыла — это полная мистификация, когда отвлечь внимание народа от какой-то проблемы, когда народу есть нечего, или он проигрывает в каких-нибудь боевых действиях. Ему просто придумывают какое-нибудь дело. Но вот просто я уже автоматически начинаю об этом думать, хотя оснований нету, но то, как они преподносят эту новость, безграмотно, бестолково. И это Ева Меркачева, которая все время в системе ФСИН, все время среди каких-то дел. И это неинтересно, что ли? Может, она много на этом зарабатывает, у нее нет времени и желания разобраться вообще в том мире, в котором она много лет уже провела. Мне как-то со стороны их этого, в общем, по правам этого, значит, правозащитников, фраза когда-то, они по Фургалу высказывались, говорят, к нему в Лефортово по имени-отчеству относится. Ну, кто хоть примеры что-то слышал, в Лефортово может быть все что угодно, кроме одного, там не обращаются по имени-отчеству. И не потому, что не уважают, а потому, что там секретят имена, чтобы соседние камеры не знали, кто где сидит. Поэтому эти вещи скрываются. Ну, то, что мне удавалось слышать, при том, что я не Ева Меркачева, не состою в этой организации правозащитной. Но почему-то я это слышал. А Меркачеву, и они не извиняют. Вот, за что извиняться, когда она фразу построила так, что ничего понять нельзя. Впрочем, не знаю, друзья, может быть эмоциональность с моей стороны, потому что я всегда на стороне не Меркачевой. Мне она не сдалась 100 лет в обед, она плохо работает. Потому что жалоб много. Система, значит, исполнения наказаний, мне кажется, мягко говоря, не на высоте. Там люди мрут пачками. Постоянно.
Что по этому скажет Меркачева? Пришла в дело, жена банкира, там, миллионера скончалась, говорят, повесилась, воду какую-то включила. Меркачева подтверждает, она с собой покончила. Где кадры? Где кадры Меркачева? Меркачева теряет доверие в моих глазах. По крайней мере, в ваших. Пишите со своей стороны. Кое-что добавил вам для примеров, чтобы было понятно, почему иногда рождаются те или иные реакции. Можете родить свои. Увидимся.